Всем привет, я Екатерина Дулаева, и с этого дня стартует мой проект «12 недель счастья». С этого дня в течение 12 недель здесь, на этом канале, будут выходить по 1-2 видео в неделю. А начнем мы с небольшой предыстории, с того, почему я там, где я есть, здесь и сейчас, что привело меня сюда. А на самом деле это просто небольшая история того, как со мной случилась жизнь. Ну что, начинаем 12 недель счастья. Все началось с того, что с 2017 года я заработала себе эмоциональное выгорание и полную потерю энергии. Многие решили, что это из-за материнства, но на самом деле к этому моменту я была мамой уже год, и этот год для меня был очень интересным, насыщенным и счастливым. Да, тогда я была кругленькой и весила почти на 10 килограмм больше, чем сейчас, потому что все-таки время от времени у меня возникал стресс материнства. Но тем не менее мне не было плохо. Я счастлива каждый день наблюдать за тем, как растет мой сын. А потом у нас появилась атмосфера. Это наш интернет-магазин кристаллов, минералов и уютных вещей для дома. И поначалу я думала, что тоже занимаюсь любимым делом. Мне было приятно создавать все с нуля, делать все самой, при этом не получая как таковой отдачи, ни эмоциональной, ни материальной. Потому что все деньги, которые мы зарабатывали, мы вкладывали в атмосферу, в том числе не только которые приходили от нее, но и свои тоже. К концу 2017 года мы потратили все наши деньги, влезли в большие долги, потратили весь наш резервный фонд и также все наши силы. Все это уходило в атмосферу. И вместе с этим магазин рос, становился больше, заказов также становилось больше, работы становилось все больше, и недовольных отзывов тоже становилось больше. Люди не часто пишут положительные отзывы, когда заказ пришел, все хорошо и все довольны. Но зато каждый раз говорят о том, когда что-то не так. И это совершенно нормально, это этап роста. Но просто я оказалась не тем человеком, который может спокойно это воспринимать. Потому что от себя я выкладывалась по максимуму, чтобы магазин работал как можно лучше. Но зачастую люди были недовольны работой курьерских служб, которые я даже никак не могла контролировать. И каждый день я очень скучала по Тиме и видела, как ему не хватает общения с мамой. И так как я постоянно работала дома и часто с ним на руках, я видела, как он несчастен. Как часто он плачет просто потому, что хочет побыть с мамой. А мама не может, потому что она делает работу целого штата сотрудников магазина. А зачем мне вообще что-то делать, если я вижу, что моему ребенку становится от этого только хуже? Для меня это было по-настоящему тяжелое время, и самое главное, что я не могла понять, почему это происходит именно со мной. Конечно, раньше в моей жизни были непростые периоды, была череда взлетов и падений, разочарование в себе, в людях, в правительстве страны. Очень тяжелая для меня история с фильмом «Дом, которого нет», который вы могли видеть. Я теряла друзей, у меня были проблемы со здоровьем. Был большой период жизни, когда у меня абсолютно не было целей, мечт, желаний, я совершенно ничего не хотела. Но ведь в этом нет ничего особенного, такое случается у всех людей. А самое главное, что в целом-то у меня жизнь сложилась замечательно. У меня было счастливое детство, обучение в институте, который мне нравился, профессии, которую я люблю. У меня замечательные родители, потрясающий муж и ребенок, которых я очень-очень сильно люблю. Есть аудитория, которая меня поддерживает и ценит. Ведь есть столько людей, с которыми жизнь обошлась не так хорошо, как со мной. И если во мне возникает эта тяжесть, то что же тогда происходит с другими? От этих мыслей я чувствовала себя еще хуже. Это было для меня по-настоящему тяжелое время, и все дошло до того, что в конце 2016 года у меня начались нервные срывы. А потом наступил один день. Это сложно сказать, но мне нужно это сказать, чтобы быть с вами честной и чтобы отпустить эту ситуацию и оставить ее навсегда в прошлом. В этот день Тима, Гриша и мои любимые родители увидели меня рыдающей на кухонном полу. И тогда я поняла, что все так больше продолжаться не может. Я не первый год выкладываю информацию о своей жизни в интернете и знаю, что многие могут сказать, что я заелась, что у меня все хорошо, что это все мелкие ничтожные проблемы и смысл мне здесь об этом рассказывать. Но я отвечу, что если со мной это произошло, значит на это были причины. И у всех нас есть только своя жизнь и свой опыт. Если вам кажется, что у вас более тяжелая ситуация, чем у меня, я очень сожалею. Конечно, это может быть. Но еще может быть, что у других людей ситуация еще хуже, чем у вас. И так до бесконечности, потому что все здесь дело не в сравнении. А в том, как мы выходим из этого кризиса, что мы можем почерпнуть, а самое главное, что полезного мы можем сделать после того, как выбрались из этой ямы. И с того дня я стала искать как можно больше информации о том, что может мне помочь, потому что я понимала, что мое состояние отражается на счастье и здоровье моей семьи. И тогда я попробовала очень разные техники, много техник, наверное, вы смотрели видео. Но одна из них стала для меня, возможно, одной из самых важных внутренних перемен в жизни. Я стала испытывать благодарность за все, что со мной происходит. Я поняла, что в мире нет ничего плохого или хорошего, потому что в каждом, даже самом-самом плохом для нас событии, есть положительные моменты.
И что любая наша или не наша мысль – это только суждение. И даже если взять этот кризисный год атмосферы, я очень благодарна ему за то, что сейчас я именно там, где я есть. Он помог мне расставить приоритеты и дать понять, чем мне заниматься не стоит, а что по-настоящему наполняет меня радостью и смыслом. В этот год я на себе действительно очень сильно ощутила, как много значит семья и поддержка семьи. Потому что Гриша и мои родители всегда поддерживают меня, что бы ни происходило, каждый день совершая маленькое чудо. И если вам интересна судьба атмосферы, то для нее нашлись замечательные, очень любящие и заботливые хозяева. И я уверена, что у них все получится. А я помогу, чем смогу. Так, с ощущением благодарности все начало меняться к лучшему. До тех пор, пока я не почувствовала, что окончательно выбралась из этой ямы. О чем я и рассказала в видео про выгорание. Конечно, я очень благодарна за то, что вы так тепло его приняли, но вместе с этим, когда я увидела, что столько людей столкнулось с такой же проблемой, как у меня, я просто не могла этому поверить. Я стала ежедневно получать очень много тревожных сообщений о том, что люди не испытывают радость жизни уже по много лет, а что уж говорить о счастье. И параллельно с этим я получала письма о том, как вам помогли техники из видео, и что многие из вас уже начали выкарабкиваться из этого состояния благодаря этим техникам. Это очень сильно меня воодушевило, и я поняла, что нужно двигаться дальше. В одной из научных статей я узнала, что на физиологическом уровне обычная улыбка, даже натянутая, посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. И чем больше мы улыбаемся, тем лучше мы себя чувствуем. При этом улыбка очень заразительная вещь, и так вы можете поднять настроение и людей вокруг вас. Тогда я попробовала сделать эксперимент улыбка, и я даже начала его снимать. Я развесила по квартире картинки, напоминающие мне о том, что нужно улыбаться. И действительно стала очень много улыбаться, и это действительно стало на мне работать. При этом улыбка все чаще становилась искренней, и она как бы подкрепляла это чувство благодарности, которое уже во мне было. То есть я стала еще больше замечать вещей, за которые я благодарна каждый день. Тогда я поняла, что просто улыбка – это мало, это недостаточно. А какая вообще цель в том, чтобы постоянно ходить и улыбаться? Это как минимум странно, и это не поможет при тяжелых жизненных обстоятельствах. И потом я поняла, что все мы люди внутренне так или иначе хотим одного – быть счастливыми, и чтобы наши близкие и любимые люди также были счастливыми. Вообще это удивительно, по-моему, мы живем в самое счастливое время в истории. Казалось бы, что именно у нас в 21 веке есть все, чтобы быть счастливыми. Казалось. Конечно, наш мир не лишен бед, но при этом в развитых цивилизованных странах проживает несколько миллиардов человек, и именно они потребляют антидепрессанты. Конечно, у людей в малоразвитых странах просто нет антидепрессантов, но, по-моему, у них даже не доходит дело до того, чтобы испытывать депрессию, поскольку они всецело заняты вопросом своего выживания. И получается, что это проблема благополучных людей, ведь именно они страдают депрессией, выгоранием и другими эмоциональными проблемами века. Почему? Что нам мешает испытывать простую ежедневную радость? А ведь это так важно не только потому, что это касается огромного количества людей, но и потому, что именно мы, люди, у которых все лучше сложилось в жизни, можем помочь тем, у кого более тяжелая жизненная ситуация. А для этого нам нужно начать с себя и в первую очередь разобраться со своими личными проблемами. Так у нас будут энергии и ресурсы для того, чтобы помогать другим. И нетрудно заметить, как сильно люди сейчас нуждаются в счастье. Книги о счастье буквально заполонили пространство книжных магазинов. Например, в нашем ближайшем книжном магазине книги о счастье лежат буквально перед входом. Поэтому я вижу, как остро сейчас стоит эта проблема и как необходимо найти решение. При этом я на себе отлично испытала то, как наши новые действия порождают новые результаты. То есть действительно у всех наших действий есть результат. Если я подпрыгну вверх, то приземлюсь. Если положить слишком много соли в еду, то пересолишь. Если я делаю прямой пробор, то стану похожей на Дмитрия Маликова. Есть действие, есть результат. И тогда я задалась вопросом, можно ли делать какие-то действия, результатом которых станет ощущение счастья и внутренней радости? Но от чего зависит счастье? Почему одни люди счастливее других? Можно ли как-то поддерживать ощущение счастья и нести его изо дня в день? Как быть счастливым, когда в мире столько бед и несчастий? Что делать в тяжелых жизненных ситуациях? Возможно ли быть счастливым независимо от внешних обстоятельств? Ответы на эти и другие вопросы я постараюсь найти в ближайшие 12 недель. И всю новую информацию, все способы я буду пробовать и испытывать на себе, и постараюсь стать самой счастливой версией себя. Скажу сразу, что я не хочу одевать розовые очки, а хочу принимать мир честно и воспринимать его таким, какой он есть, и себя в нем. Но я хочу, чтобы вы не просто посмотрели это как видео или как фильм, сериал. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне. Я хочу, чтобы за эти 12 недель вы поняли, что наполняет вас радостью. Как помочь себе в трудные времена, когда вы испытываете боль, отчаяние или одиночество.
как научиться снова мечтать и воплощать цели в жизнь. Я хочу, чтобы жизнь вас и ваших близких стала лучше, чтобы вы вместе со мной поселили у себя внутри радость, которая всегда будет оставаться вашей поддержкой. А самое главное, что вы уже счастливы, радость уже живет внутри вас. Просто нужно посмотреть на мир под другим углом и научиться быть счастливым. Как именно, я постараюсь узнать в ближайшие 12 недель.